Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Расклад Таро, цыганский старинный пасьянс. События на пороге. События до конца февраля. Давайте узнаем, как изменится ваша жизнь. И в самом начале, именно на картах цыганского старинного пасьянса, мы узнаем о событиях. И давайте будем рассматривать все значения с позиции позитивной психологии. Будем добрее к самим себе, коль мы с вами проживаем непростое время в эпоху перемен. И буквально вторая половина февраля для нас с 14, да, первая дата такая знаковая. Это у нас Сатурн в Овне. Ваша планета-управитель входит в Овен. А 16 соединяется с Нептуном в Овне. Представляете, противоположные планеты, потому что Сатурн – это границы, это правила, это регулировки и дисциплина. А Нептун нет, это совершенно противоположное. Это планета мечты, это наша интуиция, это жизнь через ощущения. Видимо, доведется нам соединять возвышенное и земное. 17 число у нас новолуние, и это Новый год по китайскому календарю. И одновременно солнечного затмения начинается коридор затмений, а 28 у нас будет с вами парад планет. Вот такой насыщенный февраль у нас, вторая половина. Вот что же ждет до конца февраля? Смотрю, что у вас сошлось. Пока не вижу совпадений. Пойдем дальше. Для козерогов. Молния. Это быстрое, какое-то скорое известие. Но, может быть, это и какой-то документ. Может быть, это когда и вам придется быстро отвечать на что-то. Или как-то реагировать. А у кого-то молниеносное известие может быть дорога. Либо это дорога ваша, ну, может быть, и дорога к вам. Хотя в основном чаще всего это именно о наших каких-то дорогах говорят карты пасьянса. Может быть, и придется быстро собраться и куда-то поехать. Часы доброй перемены. Очень такое приятное значение, приятная сигнификация. Кто-то отправится в дорогу, и даже в дороге может быть знакомство, но не обязательно, конечно. Это могут быть любое значение, как, знаете, ну, каждое само по себе. Но кот – это флирт, может означать, поэтому возможно знакомство. А для кого-то из вас, ой, тут как у кого-то даже дальняя дорога будет планироваться. В нашем пасьянсе, когда дорога совпадает с ключом, это именно далекое что-то. У кого-то это путешествие далеко, или то, что вы будете планировать, возможная какая-то поездка, да, вот такое тоже я не исключаю. У кого-то это с работой будет связано, как работа, может быть, с командировками. Тут мы все разные. Но когда кот выпадает, это хорошее настроение, нам об этом говорят. И в нашем пасьянсе мы можем соединять карты в крайних рядах по горизонтали и по вертикали. Смотрю, что у вас совпало еще по горизонтали, по вертикали. Вот уже вторая половина месяца для вас может быть такой действительно знаковой, потому что само по себе, как добро, да, вот какие-то добрые перемены. Может быть, это и начинается вот так, зненацку, неожиданно, и с известия, да, или с какой-то новости, и вы засобирались, а потом, глядишь, и что-то более глобальное из планов вы будете корректировать, мы все разные. У вас совпадает еще нож. Будет важно с кем-то не поссориться, мои дорогие. Даже если кто-то вам, ну, как перчатку бросает, вызывая на словесную дуэль. Поэтому, видимо, ну, где-то так. Аккуратнее будьте. Тот, кто предупрежден, всегда вооружен, да, или как будто защищен. Что мы можем оказаться даже среди тех людей, которые, ну, совершенно так, без каких-то причин. Просто у них настроение такое, или люди сложные, у каждого свое восприятие. И пока я с вами говорила, пересмотрела и не вижу, что мы тут можем еще соединить, поэтому пойдем с вами дальше. Так как изменится ваша жизнь? Как изменится ваша жизнь? Вторая половина февраля, до конца февраля. И 4 основные позиции.
любовь, благополучие, деньги и ваши достижения. Итак, любовь, как изменится ваша жизнь или взаимоотношения, может быть, и вопросы пары, может быть, вопросы семьи, у кого тут что. Деньги, финансы, ваше благополучие в целом и работа, у кого-то карьера, у кого-то учеба, важные встречи, контакты, планы в целом. Любовь, личная жизнь. Ну, карта такая стабильная, как и вы сами, мои дорогие. Поэтому, в принципе, тут что-то продолжается, скорее всего. Здесь может быть ревность, кстати. У кого-то не исключаю такое. Но в целом ведь это карта, когда в принципе ничего не меняется. Мы сами хотим что-то сохранить. Вот это может быть. Давайте что из прошлого спросим. Проведем аналогию между прошлым и вторую половину февраля. Королева жезлов, правда, тут у кого-то могла быть и страстная любовь по личной жизни. Ого! Но и не только, наверное, все-таки карта материальная, у кого-то задача решить финансовую какой-то вопрос или проблему. Или для того, чтобы выстроить, может быть, отношения, тут ведь может быть и так, когда в паре задумались о том, чтобы проживать вместе. Но для этого материальные возможности, да, вот есть какие-то такие сложности, хотя нам о сложностях не говорят, но все же королева жезлов, сильная позиция, и тот человек, который уже где-то шишек набил, и он повторений не хочет, поэтому, может быть, даже и ситуация такая, которая касается финансов, значит, вы более вдумчиво к чему-то подходили. Но, тем не менее, по аркану дьявол мы можем, кстати, пусть это касается личной жизни, здесь как будто пытаться решить какую-то тему. Как и с финансами, так и буквально, может быть, это связано и личной жизнью, и финансами одновременно. И с одной стороны, хочу быть с этим человеком, и, может быть, это вы кого-то удерживаете, но есть еще и какая-то данность, потому что королева жезлов, ее отличает, она умеет работать правильно с информацией. Вот у кого-то необходимость, ну, как пересмотреть, перелопатить, может быть, тонну какой-то информации, прежде чем вы выудите какое-то рациональное зерно. Но это ситуация из прошлого. И вот кто смотрит немножко раньше, может быть, это вы теперь ищете выход из какой-то создавшейся ситуации. Ну ладно, давайте посмотрим. Я вам должна сказать, что по 15-му аркану физических сил будет достаточно. Более того, у кого-то будет напрямую личная жизнь, когда вот вы проработали, допустим, или какой-то ваш гонорар, но вы его не получили по разным причинам. Да, это заработанные деньги, но вот они где-то загуляли. Иногда 15-й аркан нам как раз возвращает их. Ну вот, значит, я такое допускаю, что у кого-то будет получение именно как гонорара какой-то большой суммы денег. А нового, что идет возможности, туз пентаклей. Сама по себе карта шанса. Иногда это документы. Ну вот тут, правда, решение, какое бы оно ни было, вы все равно можете для себя что-то вот с плюсом, мои дорогие. И тут мы все разные. Личная жизнь, любовь. Кто-то один или одна и окончательно решит: хватит, надоело мне это одиночество. И, может быть, попытается расширить горизонты общения. Это как первые шаги, первые росточки. У кого-то, правда, может быть знакомство, новое знакомство. Но нам пока не говорят карты, как это долго будет продолжаться. Но я допускаю, что тут могут быть такие отношения, которые быстро, стремительно развиваются. Я этого не исключаю. По крайней мере, разговоры могут быть. Как будто 2 партнера пытаются так вот, да, задают друг другу вопросы, наводящие, скажем так, чтобы понимать сразу, насколько этот человек подходит мне. Потому что вы можете встретить такого же человека, который отчасти похож на вас в той, концепции, когда вы ищете человека надежного, и человек ищет тоже не для флирта, отношения, а для более чего-то существенного. Буквально карта семьи, мои дорогие. А для тех, кто в паре, ну, тут, значит, какие-то вопросы могут быть именно ваши, семейные, которые касаются двоих. Но я не исключаю даже в тех отношениях, которые несколько подувяли, тут как страсть вспыхивает с новой силой. А кто-то может помириться, правда. Деньги, победа. И я уже не смотрю на прошлое, не хочется мне, правда. Поэтому какая бы ни была у вас ситуация,
Карта победителя нам говорит, что ты сможешь найти выход и решить какую-то финансовую проблему. Но и ты не успокоишься на этом. Вот тебе придется это сохранять. А что же нового? Что же нового по финансам? А тут еще какое-то продолжение следует. Смотрите, победа, а восьмерка жезлов иногда добрая трансформация, как тысячи дорог сошлись в одной точке. Для вас по работе может быть что-то или дополнительный какой-то метод заработка. Может быть, вам и придется что-то изучать. Для кого-то из вас, ну, это могут быть начало обучения, самые вот первые какие-то шаги, или вы будете, предположим, да, искать, каким образом я могу, себе обустроить пассивный доход или вторичный, или удаленно работать, вот что-то такое. Я вполне такое допускаю. Но как будто, может быть, и придется что-то изучать, осваивать. Но ведь это карта шанса, мои дорогие. Поэтому на деньги, правда, как и сейчас, как будто победа. Так и на кону, на этом мы не успокаиваемся. И иногда восьмерка жезлов будет олицетворять неожиданную новость по деньгам. А тут ничто не происходит просто так. Вот для вас даже по деньгам ступени, да? И карта Иерофант– это нам как по судьбе. Более того, тут ты как будто не торопись, Козерог, прямо так сразу, да, взять реваншем вот эти ступени. А тут последовательно. Ведь Иерофант– это карта традиций, законов, порядка и власти, по сути дела, да, или какого-то уклада, который устоялся. Вот все то, что я говорила по личной жизни, у кого-то будет совпадать история и личной жизни, и любви. Может быть, это и работа тоже, опять же, на дому у кого-то, удаленная. Или когда вот вы в паре, и в целом нужно решить и финансовую проблему, и для этого нужно какие-то новые методы, может быть, использовать. Вполне вероятно, тогда и личный вопрос, или вопрос по жилью, по дому. Кстати, иногда дом сам может проигрываться, вопросы дома или места проживания, пребывания, или то, что вы планируете. Так вот здесь стоит только захотеть, мои дорогие. И варианты они есть. И по иерофанту, вот я говорила, ступени. На одну ступень поднимаемся, и мы как будто должны отдышаться, осмотреться, и только потом идти дальше. Это не говорит о том, что мы паузу какую-то искусственную делаем. Но это точно так же не говорит, что мы как на таран идем, да, и вот так вот на полной скорости пытаемся преодолеть. Нет, тут придется договариваться, тут придется, иерофант ведь очень часто символ, это где-то материальная карта, безусловно. Иерофант, кстати, нищий не бывает. Но, видимо, в тот момент, когда вы решаете какие-то злободневные финансовые вопросы, все же вам нужно быть внимательному хотя бы в том плане, изучить закон или изучить какие-то положения, что-то самим сделать, именно чтобы это согласовывалось с традициями, с законом, ну или то, что принято в вашем обществе. То есть мы тут не плывем против власти. И тогда нас это тоже защищает. Но какие-то судьбоносные вопросы во второй половине до конца февраля вас ожидают. В целом, ваше благополучие. Вот вам как с одного берега на другой надо перейти. И в этой карте карта сама дает совет: не оглядывайся назад и не смотри вниз. Неважно, что говорят, послушать нужно. Может быть, там какую-то информацию полезную вы выудите, да, из всего информационного потока. Но тут изучать, правда? Для кого-то из вас обучение как будто продолжается, или для вашего благополучия нужно подойти вдумчиво к определенным вопросам, которые касаются, я могу сделать такой вывод по предыдущим картам, и личной жизни, и финансового благополучия. Вот от этого тоже будет в целом какая-то конфигурация вашей успешности складываться. Ну, давайте мы узнаем, что из прошлого. А вот вы тут ясность носите. Была какая-то история, которая, ну, такая вот размытая, непонятная. У кого-то из вас может совпадать, когда вы узнали, ну, для тех, у кого соответствует, да, по возрасту, по желаниям. Я жду ребенка. Или могли именно вопросы дома совпадать. Вот как есть какая-то тема домашняя, которую вы не можете решить. И вот теперь я такое могу допустить, да. У кого-то буквально, может быть, и по дому, по прежней личной жизни, есть какие-то темы,
Может быть, и человек, который рожден под знаком зодиака стихии воздух, близнецы, весы, водолей, или имеет там асцендент, или какие-то вопросы, которые даже с судами, юристами могли быть связаны. У кого-то из вас благополучие, здесь могут быть врачи иногда, по этой карте идут как и люди, работающие с металлом, специалисты, так и врачи. Очень емкая карта. Поэтому, значит, вы, мои дорогие, 15-й аркан вам, ну, даст как вот жизненные силы. Все-таки это, оно приходит. Пусть это на личную жизнь, ну так личное. Это наше состояние души где-то. Поэтому тут для вас вы как раз сможете словно вот этот переход от прошлого какого-то сложного состояния переместиться, себя переместить совершенно в другую плоскость. Ну, хорошо, ваше благополучие. А что нового по благополучию? Опять же, деньги. Вот правда, я уже говорила, финансовая тема не на последнем месте. Может быть, это, как правда, получение денег по этой карте с учетом верхних карт. Я такое допускаю, что и помогать тоже кто-то может. Ну, или какие-то выплаты, деньги вы буквально получаете во второй половине. Ух ты как! А ведь правда у кого-то из вас, мои дорогие девочки, может быть беременность. Или просто вопросы для, неважно какой у вас возраст, вопросы вашей пары, когда вы задумаетесь объединиться в семью. Пусть там не буквально юридически, хотя у кого-то с учетом короля мечей вполне вероятно разговоры уже стоят об оформлении отношений. Неважно уже опять же какой возраст, вот стабилизация вашей личной жизни и финансов в целом вам дает совершенно новую конфигурацию вашего благополучия. Словно делит вот этим обрывом. Может быть, это вы пока еще вот да, как над обрывом. Два шага по этой маленькой тоненькой жердочке. Как будто не бойся, козерог, идти вперед. И для этого не оглядывайся назад и не смотри вниз. Ну вот представьте, девушка идет не случайно, гелевые шары, как лампочки, да, знание сила, изучает что-то. Самое главное, не оглядываться и не смотреть вниз. На кону ваше благополучие, семейное счастье, личное счастье. У кого-то вопросы здоровья в том плане, ну, как здоровый образ жизни. Императрица за собой всегда ухаживает. И здоровье– это и внешний вид тоже. Кто-то озадачится с учетом иерофант. Ваш именно имидж, облик, потому что тут могут быть изменения в карьере, как будто нужно имиджам соответствовать. Вот это тоже примите к сведению, благополучие. Но, как ни странно, на ваши достижения, страхи внутренние, карта искаженного восприятия. Давайте поподробнее, откуда это, откуда ноги растут. Итак, а вы какие-то итоги уже подвели в прошлом? Вы в чем-то себе сказали «нет». Вы себе что-то, ну, может быть, знаете как? Вы для себя какую-то траекторию, мои дорогие козероги, уже составили. Будьте готовы к тому, что вам придется корректировать планы. И вам ведь нет никаких помех. Ну, вот здесь нет. Это вот только себя надо перестроить. У вас шикарная карта «Мир». Это возможность и договориться, это возможность обустроить свою жизнь, это возможность построить карьеру. У вас достаточно сильная позиция, это правда. Но, видимо, сейчас от вас требуется до конца февраля, ну, где-то быть гибче. Тут нельзя закрывать на что-то глаза, мои дорогие. Вот это правда, что нового идет по части ваших достижений. Выздоровление. Выздоровление, и ведь это карта возрождения. Вообще, это момент перехода между прошлым и будущим. Так что же нового идет? Тут, знаете, тут главное, наверное, это можно сказать, касается любой сферы вашей жизни. Тут самое главное, что надо будет действовать. И вот я сказала, вы что-то надумали, а тут придется корректировать планы. Наша девушка смотрит вдаль, да, а возможность рядом с ней она не видит. Она смотрит в другую сторону. Мы очень часто думаем, что воображаем себе, что вот именно какой-то шанс или возможность, она должна прийти, ну, каким-то определенным путем. И мы пропускаем то, что есть рядом с нами. Вот вам это нельзя упустить, потому что, смотрите, потом вы можете как будто даже пожалеть. Может быть, это касается работы, все-таки мы именно на работу. Или, знаете, как новый даже доход, да, может быть, начать какие-то курсы. Если вас что-то заинтересовало, пусть это будет дополнительный доход. Или просто, мои дорогие,
Козероги – это как вдохновение. Но вам каким-то делом хотелось заниматься. Тут нельзя от этого отказываться. Тут нужно просто для себя какой-то тезис-план разработать. Потому что, может быть, это как раз тот талант, который вы должны раскрыть. И это будет для вас как миссия какая-то. Дайте еще одну карту достану. Как изменится ваша жизнь. Точно. Не хандрите. Вот так. Скажем, в целом, карта, по сути дела, звезда исполнения желаний. Более того, ведь эта карта, когда мы выбираем направление лет на 10-20. Поэтому для кого-то то, что сейчас начинается, может быть, вторичным доходом, или как ваш интерес, мечта, вот ее нельзя, как нельзя упустить, только лишь потому, ну, вы люди более так материально, рационально относитесь, а это что-то пока эфемерное. Это то, что с вас связывает именно с мечтой. Не забывайте мечтать, только лишь потому, что сейчас не видите, как это обустроить, как к этому подступиться. Может быть, вот так. А ищите какие-то варианты. Потому что тут для кого-то будет именно раскрытие собственных талантов, а для кого-то это будет карта, правда, говорить о каком-то переезде очень далеко. Или работа, которая будет связана с командировками. Может быть и так. И кому-то придется для этого языки изучать. Или что-то другое изучать. Ну, может быть, ту сферу жизни, деятельности точнее, в которой вы не чувствуете себя уверенно отсюда и страхи. У кого-то именно так проиграется. Я бы сказала, что тут, ну, вот есть такой анекдот, ключевая фраза, которая звучит «Я не знаю, вы о чем, но ехать надо». Так вот, я могу сказать, что вам двигаться вперед надо. У вас на кону изобилие, благополучие, процветание практически по всем канонам. Но наша задача это суметь увидеть или в себе это как будто собственноручно не погасить, как минимум, да, вот эту звезду. Доверяйте самим себе, будьте к себе милосердны. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые козероги, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы поддерживаете мой канал, за то, что вы мне пишете добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь и на мой канал, может быть, и телеграм-канал. Я, кстати, оставлю все ссылки в описании под видео, в том числе читайте мои публикации. А я вас люблю, и вы. Будьте счастливы, будьте любимы всегда.